Притча «Сокол Чингисхана». Однажды утром Чингисхан со своей свитой отправился на охоту. Его спутники вооружились луками и стрелами, а сам он держал на руке любимого сокола. С ним не мог сравниться никакой стрелок, потому что птица высматривала жертву с неба, куда человек не способен подняться. И все же, несмотря на азарт, овладевший охотниками, никто из них так ничего и не добыл. Разочарованный Чингисхан возвращался в свой лагерь и, чтобы не вымещать дурное настроение на своих товарищах, удалился от свиты и поехал один. Он слишком задержался в лесу и изнемогал от усталости и жажды. Из-за засухи, случившейся в том году, речки пересохли, и нигде нельзя было найти ни глотка воды, но вдруг, о чудо! Он заметил тоненькую струйку воды, стекающую со скалы. Тотчас же он снял с руки сокола, достал небольшую серебряную чашу, всегда находившуюся при нем, подставил ее под струйку и долго ждал, пока она наполнится до краев. Но когда он уже подносил чашу к губам, сокол взмахнул крыльями и выбил ее, отбросив далеко в сторону. Чингисхан пришел в ярость. Но все же он очень любил этого сокола и к тому же понимал, что птицу тоже, наверное, мучает жажда. Он поднял чашу, вытер ее и снова подставил под струйку. Не успела она наполниться и наполовину, как сокол опять выбил ее из рук. Чингисхан обожал птицу, но он никак не мог допустить столь непочтительного отношения к себе. Он извлек меч, а другой рукой поднял чашу и подставил ее под струйку, одним глазом следя за водой, а другим — за соколом. Когда воды набралось достаточно, чтобы утолить жажду, сокол снова взмахнул крыльями, задев ими чашу, но на этот раз Чингисхан мечом убил птицу. И тут струйка иссякла. Полной решимости во что бы то ни стало добраться до источника, он стал взбираться на скалу. Он обнаружил его на удивление быстро, но в нем, прямо в воде, лежала мертвая змея, самая ядовитая из всех обитающих в тех местах змей. Если бы он выпил воды, не быть бы ему в живых. Чингисхан вернулся в лагерь с мертвым соколом в руках и приказал изготовить его изваяние из чистого золота, выгравировав на одном крыле. «Даже когда твой друг совершает поступки, которые тебе не по душе, он остается твоим другом». На другом же крыле он распорядился написать «То, что делается в ярости, не ведет к добру». Эта притча о Чингисхане и его соколе несет глубокие уроки о дружбе, самоконтроле и мудрости. Несмотря на то, что Чингисхан был сильно разочарован поведением своей птицы, он проявил понимание, осознавая, что сокол действовал инстинктивно, пытаясь избежать опасности, даже если это и шло вразрез с его желаниями. Также важен момент, когда Чингисхан в ярости убивает сокола, а затем обнаруживает, что вода в источнике была отравлена. Это показывает, как порывы ярости могут привести к последствиям, которые окажутся трагическими, и как важно сохранять спокойствие и рассудительность в сложных ситуациях. Притча учит, что даже в моменты разочарования важно понимать поступки других, а также сдерживать свои эмоции, чтобы избежать необратимых ошибок.